У нас было куча дел, ипотечных дел, плюс Легализация. Это легализация. уже моя Да. вторая работа, видимо. Но отпуск должен быть. Мы в отпуске не были Ну, Гданьск уже. не считается, Ну да, где мгм. сочетается такой О, пляжный отдых, смотрю. купательный. А Там понадобится такое. был только сам фундамент, а уже стены стоят. Мы в 2 банка подавали. Показали на первом же этапе, в итоге в Пикао. В банке ставка, конечно, не сильно нам нравится. Гданьск, конечно, поражает своей красотой. Мы на острове Хель. На полуострове, на косе, я уж не знаю, как Ну, это как в назвать. городе Хель. Думали, съедим пару пирожных. Ребята, всем привет! Утренний. Привет. У нас там кашка готовится. Кофе приготовлено. Решили, что надо обязательно подснять. Видео мы давно уже не выкладывали. У нас было куча дел. Ипотечных дел. Потом рабочих дел. Плюс Легализация. Это легализация. уже моя Да. вторая работа, видимо. Ой, просто у нас очень много было дел, но мы с удовольствием все расскажем. Если вам это интересно, слушайте, ставьте лайки. И еще плюс подобайки. И еще плюс мы были в отпуске небольшом, там дня 4, я уже Да. забыла. Дня 4 мы ездили в Гданьск, было офигенски. Но расскажи, мы там снимали, Сашулька. Ну, Мы снимали так, снимали, что да. Только видео, скорее всего, не будет с там отпуска. звука нет Там, на да. Мгм. 70% съемок из-за микрофонов. Ну да, потому что мы приехали, был очень сильный ветер, дожди, ну, как бы не очень удачную погоду мы приехали. И весь звук, чтобы записывали, он просто пип-пип-пип-пип. У нас разрядились микрофоны. Мы просто ходили с микрофонами, и мы думали, что классно будем, микрофоны будут висеть на нас, а мы будем доставать телефон в нужное время и снимать. Ну, Но получилось так, да, что они изначально, наверное, не были заряжены нормально, либо разрядились мне кажется, где-то по пути просто они или не лежали в долго. этом кейсе. Вот такой кейс есть? Ну, Вот такой. короче, мы Они в нем не лежали. неправильно оценили Да, их способность. Они какие-то слабые этих очень. говняных микрофонов. Ладно, ну что, начнем с распаковки? Ну, например. У Давай. нас тут 2, не знаю, одна неинтересная. Давай ту, что интересно, а вторую неинтересную. Это что, это отпускное? Да, потому что мы готовимся, несмотря на все дела. Ну, отпуск должен быть. Мы в отпуске не были Ну, Гданьск уже. не считается. Ну да, Гданьск это просто поездка. Мы там очень круто отдохнули. Мы были на острове Хель. Ну, может, чуть-чуть еще какое-то сделаем. Удастся Короткое выделить. видео, Мгм. шортс такой, наверное, получится из того, что мы Да. наснимали. Мы классно отдохнули. Ну, и даже нам везло с погодой, в принципе. Когда мы ходили, дождя не было. А, Один день только. 1 день. Ну, короче, нормально. Не было супер жарко, тоже хорошо. Ну, короче, неплохо. Мы классно отдохнули. Ну что, что там? Ну, а отпуск будет в интересном Мгм. месте, где мы не были и где Мгм. сочетается такой пляжный О, отдых, смотрю. А купательный, подожди, что это? там солнце, SPF 50. но при этом Там там понадобится такое, труселя какие-то. бафы, Что? баф. Баф. Ну, Блин, как я забыла шарф, это как слово. повязка можно М. использовать. Ну, мы можем сказать, что будет хайкинг? Это же для Ну, это для хайкинга. хайкинга, Ну, потому что у там ветрено да. будет. Мы планируем очень много хайкинга. Мы вообще не любим, такой пляжный отдых. Только если с родителями в Турцию, и то мы их Ну, это не на заставляем там это ходить в ну, либо горы. в бассейне, либо в море Да, быть. И мы потом на снимаем. следующий день Мгм. активность. Квадроциклы, поход, Ня. еще что-то. Эй! Как вы понимаете, у Чупи всё хорошо. Слышь ты! Это у нас пляжный отдых, и Ну, будет это в целом такое маленькое компактное полотенце. полотенце, чтобы там Ой, искупнуться, ой, либо даже постелить. но Оно самый главный его плюс, что оно большое. Посмотрите, какое. И, компактное, оно быстро компактное, сохнущее. да, и можно в чемодан. У нас небольшой будет чемодан и свои, рюкзаки. Кстати, надо рассказать лайфхак про рюкзаки. Но у Саши уже осталось 4 минуты, поэтому мы уже расскажем, наверно, позже, потому что у него сейчас созвон. Ладно, давай дальше показывать. SPF. Вы знаете, что сейчас в тюбиках SPF очень, популярен. Вот эти корейские. Ну, корейцы, наверно, это придумали.
наверно, да. И вот, мне кажется, удобнее будет SPF тюбики, потому что провозить в ручной клади может только 100 миллилитров. Ну и О, расход меньше должен быть. и да. Воняет? Пахнет? Не знаю. Просто такой Вот смотрите, можно мне кремовый. намазать руку вот тут? О, блин, мы подумали, что когда хайкинг, вот это вот ходишь, постоянно надо же обновлять 2,5, через 2,5 часа надо обновлять SPF. И мы подумали, что вот в тюбике будет очень удобно. Еще мы, смотрите, купили в Экшене. Это не прям посылка, это просто мы купили и вот хотим распаковать с вами. Мы купили в Экшене, у нас же сейчас нету гаража, к сожалению. И негде так пропылесосить, нормально помыть машину. Ну, типа надо ехать на мойку, там такое себе, неохота. Поэтому подумали, увидели, точнее, в интернете, что там есть ручной маленький пылесосик. Он стоит 50 злотых, представляете? Э, 40 даже. даже 40. Вот. Я думала 50, ну, неважно. Посмотрите, какой он малюпусик. И он, в принципе, клавиатуру там почистить или еще что-то. Ну, такое, просто в основном это для машины. Потому что она у нас там уже такая пыльная, грязная. Нифига себе, такой мощный. Покажи. Короче, вот такой. Тяжеленький, капец. Ну, реально тяжелый. Если вам тоже такое нужно, то в экшенах есть. Ищите. 40 злотых. Шикарная вещь. Ну, Маленькая, я не знаю компактная. пока, Но мы еще ничего не пылесосили, мы только что он распаковали. сможет засосать. Но Ну, в вдруг... машине там пару песчинок, пыль, Ну да. может, и достаточно. Ну вот. Из Китая заказывать уже невыгодно, поэтому Ну да. экшен. Нет, из Китая можно Ну, заказывать. невыгодно. Ну да. Не, ну подожди, там есть такой раздел, что типа дармова достава. И стоит оно все дороже, Да. чем в Польше Ну, уже. короче, невыгодно, поэтому ходите в экшен. Вот реально в экшене все есть, практически. Что нужно, в китайских магазинах все есть. Ну и так, созвон, слава богу, прошел. Все окей. Да. Не уволили, слава тебе, Господи. Плюс мы ездили месяц назад смотреть на наш дом. Дом строится, слава богу. Ставим тут кусочек, наверное, видео. Ой, ребята, приехали посмотреть на свой будущий дом. Месяц назад еще буквально, вот месяц назад мы тут были. Был только сам фундамент, а уже стены стоят. Представляете? Я вообще в афиге. Ну, пока идем по графику, в принципе, Саш. Я просто, у нас там есть график в договоре, и можно вот смотреть, блин, вот это наш входная зона. Там будет где-то, вот тут будет стиралка, сушилка. Офигеть. Вот тут вот кухня. Представляете, уже кухня, вот. А это наши соседи. Интересно, кто будет нашими соседями. У соседей, кстати, будет офигенский гараж. Но мы уже говорили, мы не брали вот этот дом с гаражом, потому что он дороже. Но, в принципе, у нас и так будет 2 парковочных места своих, что тоже круто. И мне очень сильно нравится вот эта елка. Надеюсь, ее не срубят. Вот это тоже... Ну, эти дома уже забронированы были задолго до того, как мы купили. Короче, а вот эта щелина. Это что такое? А, вот эта щелина, это противопожарная, там что-то будет, типа пенопласт какой-то, да, там. Стены уже есть, слава тебе, Господи, все строится. Дай бог, через год, ребята, будем делать ремонт и Ну, уже вроде въедем. мы чуть-чуть больше уверены, что дом наш. Ну, Процесс надеемся, да. идет с ипотекой. Ну, расскажи, что мы в 2 банка подавали. Подавали в 2. Ну, Дорадца у нас поляк, который не Мгм. особо знаком с ситуацией. Все-таки мы так в итоге это поняли. Мгм. Потому что он пытался подать нас вообще в левые банки, которые не работают Мгм. с такими Ну, он случаями. типа с поляками окей, но это просто с поляками работать. А у нас такие кейсы. Ну, даже те банки, в Мгм. которые он подал, один из них был изначально, мы понимали, что он под вопросом, но ставка была слишком классная. Мгм. Но нам отказали на первом же этапе, в итоге, в Пикао. Да. М, И в итоге мы сейчас в М-банк. М-банке. И вроде мы уже прошли, как это там написали, что осталось только там еще одну бумажку Ну, отправить, и что есть они дают стемпленное. нам столько денег, сколько мы запрашиваем. Да, Ну, уже была еще, оценка да. недвижимости, все нормально. Все, типа, Заркут остался вот последний этап, и как мы поняли, что нам не отказывают. Ну, дай бог, нам и не откажут. В М-банке ставка, конечно, не сильно нам нравится, но как бы что уже делать? По крайней мере, они довольно быстро еще по этапам идут, потому что в Эрсте намного медленнее из того, что я видел, но мы туда не подавались.
Хотя как запасной вариант можно было бы рассмотреть, но мы Дорацией не сильно довольны. Он вообще укатил в отпуск на 3 недели, Ну да. и мы сейчас вопросы решаем не с ним. Ну да. Нам еще сказали, девелоперскую вот эту мову Ну, делать, и наш девелопер укатил в отпуск. Но мы тоже укатываем в отпуск скоро, ну, через но месяц. мы-то Но мы сначала хотим, все дела да, доделаем, а все вот дела они сделать, не а потом уже вовремя. укатить, да. Ну, блин, понятно, лето, люди хотят куда-то уехать. И у всех, и у Дорати, и у девелопера, они то ли в США, то ли где, я не знаю, отдыхают. Там, короче, разница во времени по Нет, 7 часов. я не знаю насчет девелопера. Ну, наш же этот девелопер сказал, что у него Он ничего там. не сказал. Ты мне Он рассказывал, что сказал, что вечер. перезвонит вечером, А, написал, но не перезвонил. А вечером а, по это может мы польскому выводы времени сделали, что я типа вообще не там на делал утро? вывода. Может, я сделала? Ну, Ну ладно, неважно. Я подумала, наверное, я подумала и уже. ну, просто тот Ну далеко да. где-то, Дораться. Мгм. Вот они жуки такие, я вообще. Лучше бы Саша был Дораций. За эти деньги, что не получают, еще так некачественно некоторые работают. Ну, Ну, наш, многие хорошо. я бы за эти деньги вообще сделал так, что не подкопаешься. Вот мы досылали постоянно документы, ездили Да. доподписывать, потому что он что-то И он упустил. забывает такие документы, которые, ну, казалось, ну, это же логично их сразу отправить. Ну, просто уже раз подано, ну, Ну да. понятно, что уже нет смысла менять. Но мы уже думали менять, но потом мы поняли, что документы тоже отправить. Но если бы нам отказали во Да. втором, то понятно, что все, мы бы искали Ну да. варианты Но другие. перефинансирование вот это Потом, да. мы точно уже не с ним будем делать. Ну вот, ну и И вот мы, ну, получается, мы же зафиксировали условия М-банка, там, когда подавались уже месяц назад почти. А сейчас у них уже лучше условия, но мы-то не сможем ими воспользоваться. мгм. Короче, нам Ну, только потом надо будет снижать ставку. я не знаю, можно через год? Непонятно. Через Не знаю, у полтора. нас еще каренция будет. Мгм. Это тоже что такое? Пока дом не построен, А, платим мгм, как бы траншами и кредит траншами, и не платится никакого капитала, мгм, пока дом не сдан. Плюс там еще ремонт включен, и у нас 1,5 года почти не платится мгм. капитал. Ну, если только он отплачивается. Ну, в общем-то, вот такие дела. Чё вы рассказали. Мы, в принципе, мы всем довольны. Просто так вам рассказали, как оно есть на самом деле. В Ну, принципе, мы есть всем довольны. сложно. Ну, блин, есть Ну, в данных сложности. условиях хотя бы так. Ну да, не так-то просто. Это получается, что у Саши все хорошо, у него есть гражданство, у меня даже еще резидентства нету. И у меня тоже там с работой были тоже свои там косячки, ну, когда мы подавали с моими Мгм. документами. Ну, короче, ребят, не все так просто, как казалось бы, но в итоге, не знаю, надеюсь, все будет хорошо. Постараемся в следующие кусочки вставить Гданьска. Хотя бы какую-то Хоть что-то, выжимку, да. потому что, ну, было классно. Мы там куча всего прикольного поделали, нашли какие-то лазейки. У тебя было день рождения, вы там отмечали твой день рождения. Что? Ну, Ну, офигенски, вы просто ходили в это заведение самый вкусненькое. дождливый день был. Да. Но в итоге все равно мы очень ну, Гданьск, конечно, класс. Хотели бы мы там жить, конечно бы хотели. Ну, есть свои Да. минусы, но больше Но там плюсов. так И в красиво Гдыне вообще. прикольно. Мы были в Гдыне, мы были В вообще много в Сопоте, в Сопоте. Хель И мы посетили. в поезде ехали, точнее, поездом ездили. Мы поездом ездили и выходили еще там на некоторых станциях, тоже там гуляли. Ну, классно, Проездные да. купили. Ну, не знаю, выгодно, невыгодно, но зато вообще мы из жилья там 3 минуты садились на трамвай. Мгм. Вообще все поезда были включены, кроме там отрезка до Хеля. А по всему Троймясту были Мгм. бесплатно поезда, трамваи, автобусы. Мы на всем ездили. Там за 3 суток не так дорого. Ух. Типа, не Снимали помню. тоже там, апартаменты, тоже прикольно. Ну, нормально, обычный апартамент. Недалеко, кстати, было от, центра. И По от вонючего э, какого-то пруда у нас ещё так, кстати, с это какая-то лягушками. новостройка, и там какой-то пруд, там люди, там, я не знаю, там какие-то катера стояли, рыбаки. Ну, такое, знаете, ну, вот такой был вонючий с этими лягушками, мошки. Ну, ну, вообще, как бы красиво, если близко не стоять к Мгм. этому пруду, ты не слышишь этих, мошек постоянно, не видишь этих мошек, не слышишь лягушек. Но если наверху выходишь так вот, с балкона и смотришь вид, то прекрасный, прикольный, красивый. Но если вот такие ну, это, блин, мы что там, были на этом пруду, нам-то вышли и пошли.
через этот пруд. Нам этот пруд не шел, не ехал. Ну, короче, классно, мы очень круто отдохнули, но мало. Ну, и отдохнем, я думаю, еще круче. Да. Впереди Кстати, ваши догадки да. принимаются. Мы там не были, но были недалеко. Супер. Ну и, Супер догадка. да, ну и там есть хайкинг и Мгм. пляж. Хайкинг и пляж. И солнце, ну да. И солнце. Ну, классно. Еще давай расскажем про эти рюкзаки. Ребят, если вы не знали, сейчас же Но Ryanair ухудшил условия с ручной кладью. они уже, наоборот, чуть-чуть Улучшили? смягчили, потому что М. там был скандал какой-то, но все равно они довольно жесткие. И вот, и в нашем любимом магазине Экшене, оказывается, есть идеальные рюкзаки по параметрам. Они даже чуть-чуть меньше. М, Ну, это вот еще когда был строже м. формат, а сейчас чуть на 5 сантиметров там по ширине можно больше. Ну, в Ну, но общем-то, они довольно они, да, вместительные. и мы их купили, да, просто на поездку, они недорогие, там, ну, ну сколько они там, ну, 40 фунтов, ну. 40-45. Дайте вам покажем, потому что, вдруг вы тоже едете в отпуск на Ryanair или на чем то из этих самолетов, летите, и вот вам тоже такой рекомендацион. Посмотрите, что происходит у этой собаки. Он сегодня идет стричься, во-первых. Во-вторых, мы купили ему вот этот коврик охлаждающий. Он только вот сейчас начал на нем лежать, потому что обычно он его игнорировал, но мы его перестали убирать, и он жарко на улице, и он хотя бы стал на нем лежать. До этого он просто его убирал вот так вот лапой. Хотел лежать на своем вот этом теплом. Так, ладно, вернемся к рюкзакам. Это будет мой такой вишневый, а Сашин серый. Вот раскрой его, посмотреть. Какой он широкий. Он качество, конечно, ну, такой Ну, не а супер. какое ожидать? Да, ну, на поездку пару раз Нам нормально. нет смысла Тут, покупать за да. сотни злотых какие-то профессиональные походные, потому что нам раз в год это нужно. Тут, смотрите, широкий вот такой карман есть. Потом есть вот такие карманы на липучках. Тут есть тоже какие-то мини-кармашки. Саша, кстати, сюда уже положил. Хотя мы через месяц едем, купил еще в Декатлоне, или не в Декатлоне, Нет, на это, Бассикрете. да, соломонские Такие вот носки. классные носки для хайкинга. Уже Сашка их положил. Типа они водонепроницаемые, но я в это не Нет, это верю. нет. Это просто Это такое какая-то, не знаю, прорезиненное покрытие, прорезиненное но оно покрытие, не да. защитит. И оп, вот тут есть классный тоже глубокий карман. Всё можно что положить. У нас уже вот тут есть что-то. О, кстати, смотрите, какая классная вещь тоже продается. Подложка на унитаз. Для девочек, для мальчиков. Хорошая штучка. Мы всегда возим такое. Вот что мне нравится. Широкий, боковой, большой карман для воды. И вот тут вот еще есть застежка. Если у вас бутылка, например, высокая, как у нас, то можно вот так застегнуть, и она классно будет не падать. Ничего, ну, блин, продуманный, классный рюкзак. И вот прятать можно вот эти Ну, шлейки в либо этот что-то карман. положить. Да. Не, А вообще еще хороший. там же есть Чё? возможность зацепить, как сумку носить. Ну это Ну отстой. да, Да. ну типа вот Мгм. так. Есть еще где-то шлейка такая, Ну да, и типа и вот так, как можно сумку дамскую. носить. Ну, вот. И мы купили таких 2, потому что Ну, мы этот вдвоем уже ездим. Да. протестирован нормально. Нормально. Мы ездили в Гданьск, попробовать хотели. Купили его. Короче, если вы сомневаетесь в своем багаже, то вот это вот 100% пройдет в самолет и попробуйте. Привет из Гданьска. 5 часов мы ехали. Я спала, как и собиралась. Сашка играл в всякие игрушки там свои. Посмотрите, какая красота. Мы приехали сюда на уикенд отдохнуть, поспацировать, чуть-чуть потратить денег. Чуть-чуть. Ну, короче, классно провести время. Посмотрите, какая красота. Боже, какой Гданьск красивый. Мы, кстати, находимся буквально возле вокзала. Прошли, наверное, минут 10. Тут невероятно такой парк. Потрясающий. И с той стороны красиво. Да. Везде. Ладно, это надо уже. Мы просто присели, думаем, сейчас булочку съесть. И нам сейчас до заселения 2 часа. Да уже меньше. Ну, уже меньше, да. Поэтому сейчас съедим булочку, и у нас проездной. Саша купил проездной, и поедем. Гданьск, конечно, поражает своей красотой. Посмотрите, какая красивая кафешка. С такой зеленушкой, столько людей. Нам так повезло сегодня с погодой. Завтра вроде такого уже не обещается. Такой красивый парк. Вообще в 10 минутах от вокзала. Мы еще ходим с чемоданом. Вот Сашулька.
У него я налегке, красотка приехала. Сашка тоже красавчик, понятно, но у него рюкзак с двумя подушками. Еще вот это чудо. В итоге мы заселились с некоторыми трудностями с грязным бельем, но порешали все вопросы и пошли немножко погулять. Пару часов провели по центру, близко жили, доехали на трамвае, все супер. И отправились отдыхать перед насыщенным днем. У нас много планов было на следующий день. Ну что, ребята, вот мы доехали. Мы на острове Хель. На полуострове, на косе, я уж не знаю, как Ну, это как в называется. городе Хель. Давайте так, город Хель, А да. почему это... Почему написано Хай? Или это Эль такая? Хль? Хель? Типа... А, это на каком-то Или голландском что уже. это? Или это вообще не про название? Или это вообще не привет, Ну, просто, может, H1 что-то, непонятно, короче. Ну вот такой вокзал, такой миленький, он такой узкий, конечно, это остров. Тут вот одна линия поездная, и там они где-то развилки есть. И получается, поезд стоит, ждет, пропускает там поезд, который едет навстречу. Короче, очень интересный экспириенс. А мы идем искать жабку, потому что нам надо вода. Мы тут идем, ну просто идем, знаете, гуляем. Тут, в принципе, надо идти то напрямо и направо, можно налево. Так все так узко, так везде все рядом. И тут очень много, ну, понятно, что тут как бы море рядом, и очень много морепродуктов. В основном, наверное, селедки. Ну да, да, такое. Да, и вот тут, как ни идешь, везде на каждом шагу рыбные магазинчики или рыбные заведения. И Коптильни, коптильни. Посмотрите, какая винзарни. классная коптильня. Вообще так выглядит офигенски. Очень тут так колоритненько, мне нравится. Автобусики тоже такие туристические. Но с погодой нам еще очень даже повезло. Дождь уже прошел, пока мы ехали. Поэтому посмотрите на небо. Очень даже... Это только холодно. Только холодно. Очень ну, вообще ветер со всех сторон. Но мы не на ЖК. Не на ЖК мы. И идем дальше. Было ветрено, холодно. Ну, просто мы купили дождевики. И посмотрите, попали на море. Красота невероятная. Вот мы в дождевиках идем, жалуемся. Виды там вообще офигенские. Там, мы, конечно, провели пару часов, но я бы и больше провела времени. Есть где походить, такой небольшой хайкинг сделать. Хотелось бы больше, но погода не позволяла. Плюс мы построили себе такой насыщенный план и торопились к поезду. И мы хотели попасть на самый край Польши, и по пути мы увидели таких диков наглых, вообще просто подошли к людям, или люди подошли к Ну, ним, но он там настолько близко, посмотрите. взаимно оказалось. И прям так очень... Ну, человек тоже как-то неадекватно себя Ну вел, как да. по мне. Ну, как бы это все равно дикое животное. Очень. И непонятно Вот. там, как он будет реагировать. Смотрите, руку ещё бардеет такой, ну, вообще. Забавный такой был момент. Вот мы шли как раз, на край Польши. Дальше мы ничего уже не засняли почему-то. И следующей точкой через пару часов была уже Гдыня. В принципе, тоже особо нигде там не гуляли, много времени не тратили. Приехали на троллейбусе, внимание, М. к порту, посмотрели на знаменитые корабли и вообще поймали такой скандинавский вайб. Там стоят яхты, красивые какие-то дома. Там, Похож получается, на на Копенгаген. берегу, да, на берегу построены, ну, Ну, такие очень очень солидные. современные дома. Но это реально вайб, Копенгагена. Ну, провели там часок, кайфанули. Хотели еще сходить на фуникулер Мгм. бесплатный какой-то, но из-за очереди отказались. Потом решили еще выйти по пути в Сопот, в Гдыне Орлова, посмотреть знаменитый Клифф. Ну и вообще там такая атмосфера, Мгм. богатство, можно сказать. Мы проходили классные такие виллы, прошлись по пирсу. Он тут бесплатный, в отличие от Сопотского, хотя очень похож, как по мне. Понаблюдали на какой-то заброшенный отель, где сейчас полнейшая движуха происходит. Ну, Там, это, возможно, ресторан какой-то. ну, кстати, мне кажется, он такой нелегальный спот. М. Там, ну, красивые виды, пляж. Сопот, наверное, виден даже. Или Гданьск оттуда уже виден. Ну и плюс есть знаменитый Орловский клифф, если смотреть по левую сторону. Дальше мы походили в Сопоте, нам очень понравилось. В центре вообще потрясающе много людей, видно, что много отдыхающих. Вот этот самый знаменитый дом, кривой, вот этот такой. Такое чувство, что он из Барселоны привезенный. Потом такой отель на берегу. Дальше вот этот пирс, он платный.
В него можно попасть за денежку, но зачем, когда мы только что были там час назад на бесплатном пирсе, мы не пошли. Ну, мы недолго там были, мы буквально были там, может, 1,5 часа. И уже темнело, ну и мы собирались домой. Мы по своим проездным, шикарным, которые Сашка нам организовал, добрались быстро, качественно домой. И дома еще попробовали то, что не успели доесть, купленное на Хеле, потому что там продавалось очень много всяких копченостей, прям в каких-то ларьках на улице, но мы нашли самое лучшее заведение, как нам кажется. Оно буквально свернуть с главной улицы, и там есть заведение и магазин в одном месте, и они продают там креветки мы взяли попробовать, плюс лосось, шашлык какой-то С и ананасом. копченую селедку. Да. Ну, все было вкусно. Доброе, сладкое, день рожденческое утро. Когда мы психанули, у Саши сегодня день рождения. Так что я его поздравляю. Он уже все знает, все слышал. И мы пришли в кафешку и думали, съедим пару пирожных. А потом что-то увидели и это вкусное пирожное, и вот эти два, еще вот это, и решили все заказать. Так как мы не завтракали, он, я тебе, наверное, Позавтракаем на весь день. ну да, ну это будет такой завтрак, я думаю, на весь день. Ну, короче, сахарная бомба. Просто день рождения решили отметить. Следующий день был понедельник, и был весь день очень дождливый. И мы воспользовались тем, что музеи Гданьска по понедельникам бесплатные. И после насыщенного завтрака пошли погулять в музей Янтаря. Провели там не так много времени. Ну, Но он скучновато современный, он для нас. классный, он современный, он такой, знаете, все Современно, такая, да. все в таком темноте, так красивые подсветки, сам янтарь так красиво подсвечен. Ну, видно, что как бы деньги вложены в этот музей. Мы уже в музее номер 2 в ратуше находимся. У нас уже солнышко появилось. И опять бесплатные билеты нам достались. Как и всем тут в очереди бесплатные билеты. И сегодня все музеи бесплатные. Так что мы стоим в очереди и идем опять смотреть. Какая красота в ратуше. Вообще. Такие деревянные, красивые виды. Ну и вот, ребята, полчаса мы ехали автобусом. В итоге дождь, ну, как бы не изменишь. Полчаса ехали автобусом до Вестерплата. Тут как бы началась война, Вторая мировая, с этого места. Вот мы дошли до этого места, надо еще чуть-чуть дальше пройти. Но очень хотелось попасть в это место, хоть и дождь. Ну, как бы надо. Надо. Сейчас быстренько пройдемся здесь. О, посмотрите, как офигенски так-то. Вчера на Хеле были, и на Хеле тоже очень много было военной техники. На Хеле очень советуем побыть, только не на машине. Вроде говорят, что Хель, ехать на машине, там прям пробки, прям жестко, лучше на поезде. Туристический сезон. А в туристический сезон так вообще, да. Поезд точно. Даже в поезд иногда он пропускает встречку, там получается очень узко. И вот он тот самый мемориал. Дошли, уже не пойдем наверх, ветер жуткий. Но главное, что мы здесь были, посмотрели. И в этот ужасный дождь и ветер. Тут еще просто море недалеко, и ветер тут прям жесткий. Такое хорошее, классное место, историческое. Как Саша сказал, Наверняка тут есть Ну. чем заняться часа полтора-два, но дождь, и у нас автобус через минут Да. 15-20. Так и что идем побежали. обратно. Ну, хорошо, что мы здесь были. И тут рядом порт, Да, тут рядом. туда паром. И, может, Да. это посоветуем? Мы ехали, Саша, даже два зонта. Эти- Мы ехали на 2 автобусах. Ой, господи, подождите, все, не слушайте меня. Мы ехали на автобусе. Получается, что мы ехали возле, там, вдоль порта, такая промышленная зона. Так офигенски. Еще одна экскурсия. На самом деле, нам очень понравилось. Какой номер? Какой? 500? 138. 138. Обратно 106 мы сейчас. Ну. Тоже по тем же местам. Очень даже примерно. советуем, если хотите такую промзону посмотреть. Там, я не знаю, там, знаете, много кранов, такие контейнеры, Такой вот стройка мрачность кораблей. такая. Ну, классно. Какой огромный лайнер, офигенский. Мы, конечно, бы хотели когда-нибудь на лайнере тоже прокатиться, но это будет очень не скоро. Я даже не знаю. Я, знаете, теоретически бы хотела, но практически так вот я море вот боюсь
Вот эта лодка в этом море, лодка кажется такая огромная, но море-то намного больше. Эти волны, да страшно. Ну и так как это был день рождения Сашки, мы забронировали такой небольшой ресторанчик. Мы забронировали с видом, но нам вида Да. не досталось. Ну, это хлеб и вино, это даже Да. какой-то сетевой, но мы самый классный Мгм. выбрали. Да, и мы там так Вкусно. обожрались, там был и тартар, и пицца, что там еще есть, и Тако с тако с креветками. креветками. Ну, было очень вкусно. Мы думали, домой пойдем пешком, но мы не смогли, так как обожрались. А мы уже уезжаем. Сегодня последний день, но мы вот нам осталось до поезда там пару часов, и мы приехали в Оливский парк. Вот так мы выглядим. Чемодан, рюкзак, 2 зонта. Обещали сегодня, что не будет дождя, да мы уже по нему попали. Пришлось скрыть наши подушки в пакете, потому что они намокнут, потом ехать с мокрыми. Но, кстати, парк очень красивый, потрясающий. Такой ухоженный, и оказывается, сюда нельзя собак пускать. Потому что они писюнькают везде. Портят, типа... Ну, в другие парки-то можно. Ну, как-то странно, не знаю, да.